Здравствуйте! Сегодня суббота, и я дома. Я читаю книгу и отдыхаю. А вы работаете в субботу? Где вы сейчас? Что вы там делаете? Узнаем на уроке номер 12. Это урок номер 12, и наша тема «Где вы?». Что вы там делаете? Я сейчас дома, вы видите. А где сейчас вы? Что вы делаете? Я не знаю. Интересно, что делают мои друзья? Где они сегодня? Давайте посмотрим их фотографии на Фейсбуке и в Инстаграме. Хорошая идея. Итак, где мой телефон? Я думаю, в сумке. Так, посмотрим в сумке. Нет, нету. Где мой телефон? Вот он, на столе. Отлично. Итак, посмотрим, что делают мои друзья. Вот, например, Александр. Где он? Он в офисе. Что он там делает? Он работает. Александр очень много работает. Сегодня суббота, и он опять в офисе. Так, посмотрим еще. А вот Анна. Где она? Она в магазине. Что она делает? Она покупает новые вещи, как обычно. Анна очень любит шопинг. Так. А это Антон и его коллеги. Где они сейчас? Они в ресторане или, может быть, в кафе. Что они там делают? Они ужинают. Так, а это Юля. Смотрите, у нее есть билеты. Где она сейчас? Она в театре. Она смотрит спектакль. Очень интересно. А вот Настя и Паша. Сейчас они на улице. Может быть, в парке. Я думаю, в парке. Что они делают? Они гуляют. Отлично. И, наконец, Андрей. Где он сейчас? Он на стадионе. Что он делает? Он смотрит футбол. Андрей очень любит футбол. Отлично. Вот теперь мы знаем, что делают мои друзья. Минутку. Вы помните, что делает Александр? Александр работает. И где он сейчас? Он в офисе? Да, Александр сейчас в офисе. Он сейчас работает в офисе. А вы помните, что делает Анна? Анна покупает новые вещи. Анна покупает вещи. Где она сейчас? Да, она сейчас в магазине. Она покупает вещи в магазине. А вы помните, кто ужинает? Антон ужинает. Где он ужинает? В парке? Нет. Он ужинает в ресторане, конечно. Антон ужинает в ресторане. А кто смотрит футбол? Андрей. Андрей смотрит футбол в театре? Нет. На улице? Тоже нет. Андрей смотрит футбол на стадионе. Конечно.
Андрей смотрит футбол на стадионе. А кто сейчас гуляет? Настя и Паша сейчас гуляют. Где они гуляют? В театре? Нет. Они гуляют на улице. Они гуляют на улице. Они гуляют в парке. Гуляют в парке. И, наконец, Юля сейчас смотрит спектакль. Где она? Она, конечно, в театре. Она смотрит спектакль в театре. Отлично. Что мы узнали сегодня? Мы узнали, что делают мои друзья, во-первых. А во-вторых, мы узнали новую грамматическую форму. Она называется предложный падеж или prepositional case, или падеж 6, или локатив. Я говорю предложный падеж. Мой вопрос – где? И ответ в предложном падеже. В офисе, в магазине, в парке, в ресторане, в театре, на улице, на стадионе. Это предложный падеж. Давайте посмотрим, как он работает. Во-первых, вы видите предлоги «в» или «на». Во-вторых, вы видите окончание «е». Офис в офисе. Магазин в магазине. Улица на улице. Окончание «е». Давайте посмотрим более подробно, когда «в» и когда «на». Итак, предложный падеж или падеж номер 6. Предлоги «в» или «на». Когда «в», когда «на», во-первых, в начале урока, вы помните, я говорила «мой телефон в сумке» или «на столе». В сумке, внутри, на столе, наверху, на поверхности. И это принцип номер 1. Внутри, в сумке или на поверхности, на столе. На. И принцип номер 2 – это закрытое место или открытое. Посмотрим. Например, магазин. Магазин – это здание, это закрытое место, и поэтому «в». Сейчас только выбираем предлог. Окончание посмотрим потом. А стадион – это открытое место. И поэтому предлог «на». Итак, закрытое место «в», открытое «на». Посмотрим другие примеры. Университет. «В» или «на»? «В». Правильно. Это закрытое место. Улица. Улица «на». Улица – это открытое место. Улица. Театр.
Театр в. Отлично. Гостиница в. Хорошо. Вокзал. Да, сейчас вокзал – это здание, это закрытое место. Но исторически вокзал и почта были открытые места. И поэтому сегодня все еще мы говорим на. Это исключение. Площадь. Площадь – открытое место. Площадь здесь. Хорошо. Аэропорт. Аэропорт – это здание. Аэропорт здесь. И мост. Мост – это не здание, это открытое место, поэтому мост здесь. Итак, когда мы выбираем в или на, у нас два принципа. Во-первых, объект внутри или объект на поверхности. В внутри, в сумке, на наверху, на столе. И принцип номер два – закрытое место, здание, в. Открытое место, улица, на. А сейчас посмотрим окончание. Обычно окончание «е». Магазин – в магазине, университет – в университете, театр – в театре, гостиница – в гостинице. Здесь окончание «а» меняем на «е» в гостинице. «А» нету. Стадион – на стадионе. Улица. Опять убираем «а» на улице. Вокзал на вокзале. Почта. Убираем «а» на почте. Площадь. Площадь он, она или оно. Площадь она. Она – женский род, и в конце мягкий знак. В этом случае окончание «и». Наш второй вариант – окончание «и». Женский род, мягкий знак. Да, форма «она», в конце мягкий знак, как площадь, в предложном падеже «и». Площадь на площади. Обратите внимание, мягкий знак не пишем. Пишем только «и» на площади. Или, например, что это? Это тетрадь. Тетрадь – он, она или оно. Тетрадь – она. И в конце тоже мягкий знак. Где я пишу лекции? В тетради. В тетради «и». И последний вариант – окончание «у». Когда «у», сегодня у нас два примера. Аэропорт, где? В аэропорту. Мост, где? На мосту. Есть группа слов с окончанием «у» в
предложном падеже. Сегодня у нас только 2 слова. Потом будут еще. Сейчас я задаю вопросы, а вы отвечаете. Где работает профессор? Профессор работает в университете. Где вы покупаете продукты? Где вы покупаете продукты? Вы покупаете продукты в магазине. Отлично. Где завтракают туристы? Где завтракают туристы? Туристы завтракают в гостинице. В гостинице. А где вы смотрите футбол? Где вы смотрите футбол? Мы смотрим футбол на стадионе. На стадионе. Где вы покупаете билет на поезд? Где вы покупаете билет на поезд? Вы покупаете билет на поезд на вокзале. На вокзале. Итак, давайте резюмируем, что мы узнали сегодня. Предложный падеж или падеж 6. Его функция – место. Наш вопрос – где? Где вы сейчас? Где вы смотрите футбол? Где вы обедаете? И так далее. Вопрос – где? У нас 2 предлога – в и на. В – внутри, в сумке, на поверхности, на столе. В здании, закрытое место, в магазине, в театре, на открытое место, на улице, на стадионе. У нас 2 исключения – на вокзале и на почте. И окончание «е» и «у». Обычное окончание «е» в магазине, в гостинице, на вокзале. И для слов женского рода «она» с мягким знаком на конце. Площадь, тетрадь. На площади, в тетради. И «у» для некоторых слов, как, например, в аэропорту, на мосту. Отлично, это все на сегодня. Не забудьте посмотреть практику, где будет еще больше примеров. А сейчас скажите мне, где вы и что вы там делаете. Совсем забыла, минутку. Вы помните, где сейчас я? Я дома. Не надо в, не надо на, не надо е или и. Дома. Я дома. Это значит, это мой дом. А вы сейчас дома? Где вы сейчас? Я не знаю, напишите ваши ответы. Удачи и до свидания.